Ребята, всем привет! Я рада снова вас приветствовать. Хотела вас еще раз всех поздравить уже с наступившим немецким Рождеством и с наступающим нас Новым годом. Сегодня я хотела вас пригласить со мной на кухню. Будем готовиться к Новому году, потихоньку начинать. Хотела с вами сегодня испечь творожно-молочные пряники. Но прежде чем мы начнем печь, мы давайте с вами съездим в магазин. У нас 2 дня были закрыты магазины, мы все съели. Надо немножко подкупиться и посмотреть, что творится в магазинах. А потом приедем и будем с вами петь. Приехала я в Kaufland. Я еле нашла для себя парковку. Я предполагала, что сегодня будет очень много людей. Но не настолько. Я не смогла внизу найти место. Пришлось мне ехать наверх. В общем, я нашла. Теперь буду спускаться в Kaufland. Людей у нас много. Посмотрим, какие у нас сегодня скидки есть, что у нас интересного происходит. Вы же все время говорите, что темно. Ну, нету у нас солнца. Вы же все прекрасно знаете, что сейчас зима, и Германия, она очень несолнечная страна. Но вышли сегодня вот на дневной свет. Дома у нас везде включен, все лампочки, все люстры. Но и тем не менее, все равно темно. Я сделала свою закупку, я не включала камеру в Kaufland. Мне было немножко неловко, потому что очень много людей. Вот такую нам елочку поставили в променаду. Красивую. Людей очень много. С Люца выходят все с полными телегами. На Kaufland сегодня тоже открыли все кассы. Ну, очереди как бы не создаются, быстренько всех обслуживают, как бы здорово. В общем, я сделала свою закупку. Кстати, очень много ангиботов. Так, пицца была в ангиботе, шампанское было в ангиботе. 4,79 нормальная цена. Я сейчас взяла за 2,39, да? То есть хорошая. Алло. То есть получается хорошая скидка. Кола, фанта была в ангиботе, масло сливочное было в ангиботе, Рафаэлло была в ангиботе, водка Абсолют, кому надо. Обычная цена 15 евро, а сегодня 10. Тоже, да, хорошая скидка. И Бекс был в ангиботе. Ящик стоит 19, а сегодня 10 евро. Так что скидочки на праздники очень хорошие. И я еще вот что хочу заметить, да, вот на Рождество и на Новый год у нас вот всегда очень много скидок. И чем мне это как бы нравится, что праздник может встретить каждый, и каждый может для себя купить все, что ему нужно. Для этого они, магазины, и делают хорошие скидки. Не то, что навариваются, да, за счет праздников, за счет того, что люди всяко будут покупать, а чтобы это было для всех доступно. И мне кажется, это во всех европейских странах именно так. Так, ну мы будем подниматься наверх. В общем, вот такую закупочку я сделала. Шампанское, напитки взяла. Дома закончилось, в принципе, только молоко и хлеб. Ну, нам, как всегда, все надо, да? У вас наверняка точно так же. Зайдете в магазин за хлебом, выйдете с 2 полными сумками. За эту мою закупку я заплатила 90 евро. Не могу вам показать кассы Цетель, потому что у нас сейчас все как дигитальное, на телефон приходит. Ну, в общем, а мы с вами едем домой и будем с вами стряпать пряники. Оставайтесь. Ну все, ребята, пришла я с магазина, разложила мои сумки, все подготовила, и давайте стартуем, начинаем печь пряники. Вот я вам так примерно разложила, что нам нужно. Нам нужен с вами 500 грамм шпайзекварк, 100 грамм молока, 100 грамм подсолнечного масла, 400 грамм сахара, 1 килограмм муки, бак-пульвер, ванилин и 4 желтка.
А 4 белка мы это оставим на глазурь. Вот у меня есть 2 сахарные пудры. Вот, это мы будем с вами делать глазурь. Вот такие ингредиенты нам понадобятся для наших пряников. В конце вы увидите, посмотрите, какие они у нас получились. И если вам мой рецепт вас заинтересует, я вам обязательно в описании его напишу. По граммам все вам распишу. Так, а мы начинаем. Кстати, ребята, если вы уже заметили, Дима не пришел с вами здороваться. Я вам передаю от него всем привет. Дима сегодня на работу вышел. У нас сегодня суббота, 27 декабря. И Дима решил в субботу-воскресенье поработать. Так что я сегодня одна. И вот пригласила вас с собой печь. Ну все, и мы начинаем. В общем, выкладываем 500 грамм шпайзекварк. Дальше. Вливаем сюда молоко. Вливаем сюда подсолнечное масло. Пускай немножко масла скапается. Дальше 400 грамм сахара. И 4 желтка. Сейчас я включу ненадолго, чтобы вот эти все мои ингредиенты, как говорится, перемешались, переженились. Ненадолго. Все ингредиенты соединились. Сейчас мы будем с вами добавлять муку 1 килограмм. Добавляем. Я не досыплю чуть-чуть муки, потому что мука всегда какая-то разная. Бывает, по рецепту делаешь, да, то тесто бывает крутое получится, то, ну, в общем, мука, вы сами понимаете, я немножко здесь оставила, то есть по рецепту идет 1 килограмм муки, но если мне не хватит, я лучше добавлю, чем оно будет сильно крутым, мне это не нужно. Так, теперь мы добавляем с вами 3 пачки разрыхлителя в муку, да. Все, 3 пачки. Теперь мы добавляем с вами 2 пачки ванилина. Вкусный запах ванилина. А пряники вообще получатся очень душистыми, очень вкусные. У нас дети пряники любят. Дети были поменьше. У нас бабушка живет в Берлине, да. Кто уже, если нас смотрит давно, знает, что мы сюда переехали из Берлина. На юг Германии, то есть с севера на юг Германии мы переехали. А бабушка, дедушка, Димины родители, Димин брат, они все остались жить в Берлине. Ну и, в общем, дети были маленькие. Бабушка к нам часто приезжала из Берлина и привозила нам сюда целую чашку пряников. И это тоже у детей у моих осталось как-то с детства. Они всегда: мама, что ты пекешь? Я говорю: бабушкины пряники. Ну, в общем, баба Люба, привет. Если будешь нас смотреть, то привет. Так, килограмм муки, 3 пачки бакпульвера,
2 ванилина, и это еще не все. Вот что обязательно сюда нужно. Потереть цедру апельсина немного, как говорится, на глаз. Чуть-чуть. Апельсин я помыла. Вот его так здесь немного, но вот я вас уверяю, из-за вот этого немного вкус изменится. Можно или лимона, или апельсина. Это, в принципе, не имеет большого значения. Но это очень сильно усиливает вкус и такой придает душистость. Да? Как-то так. Сейчас я вам примерно покажу, сколько я потерла. Вот столько я сделала. И сейчас включим, будем промешивать уже это с мукой. Так, ну все, ребята, мое тесто готово. Сейчас я вам покажу. Еще похвастаться хотела, кстати. Кто-нибудь заметил, на мне сегодня новый фартук. Старший сын Артур подарил маме на Рождество. Так приятно до ужаса. Вот так вот он угадал маме подарочек. В общем, смотрите, я сейчас переложила это тесто в чашку. И я уже вижу, какое оно, посмотрите, пористое. Да, оно, ему надо, ну, час точно, может быть, 1,5. Ему надо постоять в холодном месте. Я думаю, что отнесу на террасу, пускай оно там стоит. А посмотрите, оно какое уже пористое. И вот эта апельсиновая корочка очень вкусно пахнет. Пока наше тесто будет отдыхать, мы займемся с вами глазурью. Если вам нравится, вы прямо сейчас поставьте лайк. А кто еще не успел подписаться, обязательно подпишитесь. Смотрим, продолжаем с вами делать. Все, наше тесто я отправила на прогулку, чтобы оно проветрилось, отдохнуло и охладилось. Еще хотела сказать, у нас, смотрите, еще не все подарки ушли из-под елки. Еще стоят, ждут ребят. В общем, скоро приедут мои племянники. Старший племянник с дочей, с Бибиком со своим, с женою. Средний племянник приедет и Вероника, наша девочка. Мы обменяемся подарками и будем пить чай с пряниками, в общем. Так что у нас сегодня еще встреча. А для новых подписчиков, кстати, я хотела всех поблагодарить за комментарии, за то, что вы написали свои истории, да, вот с предыдущего видео. Очень было интересно почитать, было приятно. Спасибо за лайки, за просмотры. И для вот новых подписчиков, да, если задастся вопросом, как работать в субботу-воскресенье 27 декабря, потому что у нас как-то всегда такие длинные каникулы. Просто Дима работает с медикаментами, как фармаиндустрии, да, и такие большие концерны, они не перестают свою работу. Это медикаменты, это массовое производство. И поэтому он мог взять полностью отпуск, как бы он и хотел, но он там взял дни, суббота-воскресенье он решил поработать, и там уже выйдет 3 января. Так что я сегодня одна дома. Артур Рождество с нами отметил, уехал к своей подруге. 25-го он уехал. Милан сегодня пошел в Термальбад со своими друзьями. Дима ушел на работу, поэтому мне сегодня есть время напечь пряников. И Дима с работы придет, и все приедут, и мы уже будем сидеть гемютлих выпивать чай. Ну, в общем, сейчас я хотела взбить глазурь. Пока у нас тесто охлаждается, я собью глазурь, в общем. Так, что нам для этого нужно? Нам нужно с вами 4 белка. 4 белка и сахарная пудра. 250 грамм, 2 пачки. Здесь получается 500, но я добавлю где-то 450 и тоже буду смотреть. И тоже я буду смотреть. Кстати, я вот не помню, я вам сказала или не сказала, что я же не стала добавлять не целый пакет муки добавила, да, немножко оставила. Я потом эту муку, получилось по рецепту ровно килограмм муки. Сейчас мы сделаем 450 грамм пудры, 4 белка. Мы сейчас собьем и посмотрим, что у нас получилось.
Вот и наша глазурь. Белая, как снег. Снега у нас нету, но вот хотя бы у нас будет белая глазурь. Ну все, наше тесто подошло, оно готовое. И мы приступаем. В общем, смотрите, муку я больше не использую, кроме того килограмма. Я этот коврик совсем немножко смазала подсолнечным маслом. Ну, прям вот совсем вы видите. И раскатала вот такую тоненькую лепешечку. Видите, она совершенно тонкая. Сейчас мы будем вырезать формы, складывать и выпекать. И вот, я не знаю, видно вам, не видно, вот эти наши апельсиновые шкорочки оранжевые. Тесто пахнет очень вкусно. А сейчас начнем печь. Так вообще, сейчас мои ребята придут и будем все пить чай. Ну, в общем, остаемся, смотрим, набираемся терпения до конца. Ну, в общем, вот так я их выложила. Они вообще должны подниматься. Я сделала для них место. Но это только пока первая партия. Теста у нас очень много. Так что мы посмотрим, что у нас получится на выходе. Я сейчас засеку время, посмотрю, сколько они будут выпекаться, и я вам скажу примерно. И по толщине будем смотреть. Может быть, мы следующие будем такой же делать формы или немножко потолще. То есть мы с вами вместе пекем, вместе экспериментируем. Ну вот, посмотрите, ровно 15 минут я засекла по времени. Они были у нас в духовке на 180 градусов. Я не думаю, что нам нужно делать толще. То есть я буду продолжать также тонко ее катать. Поднимаются они обалденно, запахи уже пошли. Сейчас эти пойдут у нас остывать, а вторую партию мы будем делать. Хотела вам показать, что у меня получилось на выходе. У меня получилось вот таких 4 блеха. И в принципе, я думала, что я буду с ними долго. Нет, быстро, по 15 минут они у меня с духовки. Чик-чик-чик, все быстренько. Сейчас мы их будем с вами мазать. Посмотрите, вот сбила я вот так красиво нашу глазурь. И будем, я не знаю, наверное, кисточкой. Сейчас будем вместе с вами пробовать, как лучше их мазать. Мы с вами мазать наши пряники. Ну вот я не знаю, да, я сейчас попробую сделать их кисточкой. Удобно это будет или нет? В принципе, удобно. Классно получается. Я буду только с этой стороны мазать. С этой стороны я не буду, потому что я считаю, что этого будет достаточно. Этой глазури. Они будут сладкие. Сейчас я их сначала вот так выложу на бумагу, чтобы они сохли у нас. Вот такие пряники к Новому году. Ой, у меня аж прям настроение поднялось, потому что все хорошо получается. Вот такой процесс. Может быть, я сейчас тоже кому-нибудь подниму настроение, и кто-то захочет пойти и попробовать мой рецепт. Творожные, они не, ну, только за счет сахара, да, что, а так, в принципе, там ничего такого калорийного сильно нету. Ну и опять же, как мы уже с вами разговаривали, что на такие праздники, на такие длинные каникулы можно себе позволить. Ну, в общем, сейчас я буду мазать и ждать, пока они высохнут, и потом уже буду их выкладывать красиво, ждать своих ребят. И будем сидеть, gemütlich, обмениваться подарками и пить чай. Ну все, ребята, пришло время пробовать наши пряники. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Какие они красивые и уютные. Но я вам хочу сказать, что я уже проводила гостей, и мы съели, мы попили все чай. Еще я ребятам с собой положила 7 штук. Вот, с полкилограмма творога. Это у нас осталось дома. Уже успели чай попить и угостить. Я уже знаю, конечно, их на вкус, но буду пробовать с вами. Во-первых, они очень душистые, они очень легкие, они как не забитые мукой, они очень нежные и легкие. Вот такие они получились, воздушные. Глазурь у нас не осыпается. Вот этот апельсин, цедра апельсина дала свое.
Очень вкусные. Пробуйте, пишите нам комментарии, если кого-то заинтересовало и хочет полностью рецепт, я обязательно вам напишу. Вот, я желаю вам всем хорошего времени, с наступающим вас Новым годом. Проводите gemütlich свои выходные с родными, с близкими. Но в этом году мы еще не прощаемся с вами. Мы еще будем с вами печь советский вафельный торт. Так что в этом году мы еще с вами встретимся. С вас подписка, лайк, комментарии. До новых встреч. Пока-пока.